Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня видеоролик посвящен программированию в Roblox Studio. И мы сегодня рассматриваем механику дверей, игровых дверей. Механика этих элементов очень часто используется в играх. Мы часто в играх, в большинстве игр проходим какие-то области, локации, где которые ограничены часто всего дверьми, какими-то там большими, маленькими, неважно, которые нужно, соответственно, преодолевать. Эти двери можно открывать по-разному, толканием, подбором ключа, комбинацией каких-то, сбор предметов, нажатие на мышкой на объект. И вот, соответственно, самые распространенные механики открытия дверей я собрал примерно для Roblox Studio, и мы сейчас посмотрим. То есть самый простой вариант — это открытие ударом, так сказать, тела физика. То есть дверь есть на петле, и мы его вот так вот ее толкаем и открываем. Толкаем, открываем, соответственно, она открывается. Второй вариант, она на петле, мы нажимаем клик, и она открывается уже самостоятельно. По действию там сервера или мотора. Уже будет отдельно. Давайте посмотрим, как это реализовать. Для начала я создал шаблон петли. Что мы еще рассмотрим? Да, предварительно давайте рассмотрим. Петли логика E, то есть с помощью Proximity Prompt, так же как тоже работает на петле, только через Proximity Prompt. Подсказка логика открытия. Тут нет никаких петлей. В этом случае здесь мы тоже Proximity Prompt или клик-детектор можно использовать, неважно, и открываем с помощью анимации запрограммированным скриптом. Касание логика. Просто касаемся, и она открывается. Головоломка портал, ну это сбор предметов какой-то определенный, ключ, подбор каких-то области предметов мы подносим, то есть если мы собрали, кликаем, если у нас это есть, он у нас открывает портал. Ну и, соответственно, последний, как вариант, кодовый замок, и подбираем комбинацию для открытия двери. Любые еще другие механики возможны, может быть я что-то упустил. Ну, мы можем посмотреть в дальнейшем. Так, уже по комментариям. Вот у нас есть шаблон. У нас есть элементы в виде рамки дверного проема основного. И есть, соответственно, механика двери, то есть сама дверь. Все рамки являются anchored, кроме двери. Итак, что мы сделаем для начала? Мы привяжем петлю. То есть мы можем выделить дверь, можно выделить рамку, тут, по идее, не важно. Выбираем дверь, например, нажал петлю, выбрал через Constraints в модели. И где-нибудь на середине, или снизу, или сверху, тут уже не сильно важно. Подключаю, как говорится, к области дверного проема. Итак, вот у нас есть точка приложения и есть сама как бы петля. Можем даже ее визуализировать, нажав Visual. Она будет желтого цвета отображаться, определенного радиуса. Цилиндрик такой. Далее, что мы делаем? Мы должны развернуть наш точки приложения, то есть петля вращается должна по оси Z. То есть точка цилиндрика, она определяет направление относительно вокруг чего вращается. И, соответственно, ориентироваться вторая часть петли тоже должна быть. То есть два элемента петли должны быть ориентированы примерно одинаково. Далее берем дверь и, соответственно, располагаем внутрь. Нашей области. Так. Ну, давайте попробуем сейчас протестировать, что у нас получилось. Ну вот, она открывается. Как видите, толканием открывается дверь. Ну, при этом она может вращаться у нас. С какой стороны это хорошо, с какой стороны нет. Ну, соответственно, можем это все исправить. Как мы можем это исправить? Мы можем, например, в Constraints указать лимит Enable, то есть указать углы поворота. Например, от 90, минус 90 до 90, может там 80 и 80, чтобы он, соответственно, к стене полностью не прилипал. Мы можем это сделать. Также можем поколдовать там с трением еще. Вот открыли. Ну и вот открыли.
Если он немножко ниже находится, то, как видите, немножко падает, потому что точки не совпадают. Мы можем это подправить. Таким образом, мы возьмем у этой точки координаты мировые. Здесь World C-Frames. Копируем и вставляем те же самые координаты для второй точки приложения. И они совпадают. Теперь должно более красиво это отображаться. То есть, вот, теперь он более не падает. Не проваливается. И вот у нас есть некая дверь. Так, просто открыли, закрыли. Так, ну, допустим, мы хотим, чтобы она немножко закрывалась еще в этой области. Что мы можем сделать? Выбрать Handle Constraints и попробовать использовать, например, давайте попробуем серво. Серво 45, тут скорость 1, 20 тысяч сила серва будет двигателя. Вот видите, я толкаю, и она сопротивляется. Я толкаю, она сопротивляется. Давайте попробуем подправить что-нибудь в эту серво. Значение, например, вместо 45 Angular Response Wins я поставлю 5. Это, насколько я так понял, процент силы реакции воздействия. То есть успеет он быстрее это сделать или нет. То есть, видите, он пока замедляется, я успеваю немножко открыть. И он закрывается в исходную точку. Например, слишком большая сила нагрузки. Да, уменьшим в 10 раз ее. От серва. То есть сопротивляется она. Ну вот. Относительно получше. Таким вот образом можем сделать. Мы можем, соответственно, давайте еще раз уменьшим в 2 раза эту нагрузку на силу. Ну, в целом работает, да. Можем даже эту еще уменьшить. Там есть один предел, когда он уже дверь не сможет закрывать. Давайте поставим 200 пока. Уменьшим еще в 5 раз. Сил серва. Ну, в целом, да, вот нормально. Открыли. И она возвращается в исходную точку. Вот самый простой вариант настройки физики. То есть никакой логики мы здесь с вами не использовали. Дверь открывается и закрывается самостоятельно. Ну, то есть здесь мы можем также настроить эти процессы. То есть у меня уже есть тут. Я укажу 100, укажу 200. Вот. Укажу, может, скорость больше. Можно указать скорость закрытия с большей степенью. Можно указать угол, при котором начинается этот процесс. То есть, например, ну, там можно он в разные стороны, поэтому здесь лучше не стоит так делать. Мы уже в разные стороны можем открыть. С другой стороны, с третьей стороны, и, соответственно, угол может меняться. Так, укажем здесь 5 тоже. Вот. А что мы можем еще протестировать? Так, сейчас я проверим. Ну, да. Можем поколдовать. Можем поколдовать, ну, соответственно, с элементами трения, коллайдера. То есть, например, некоторые еще делают, как вот для двери, всей модели двери, можно определенную collision group создать. Например, collision groups. Вот add group создаем, например, я doors ее назвал, вот. И когда она появится, будет говорить галочки. И вот где doors на doors пересечение, мы галочку снимаем, то есть collision у нас как бы нет. И, следовательно, если, например, нам нужна вот эта вот модель, например, 1, которая состоит дверь, мы выделяем все элементы этой модели и ищем collisions group здесь. Вот. И пишем doors, например. Все, мы написали doors. Теперь между ними как бы не должно быть взаимодействия collision. Между ними, а не между другими. Только между этими частями. Вот так примерно. Ну, это на усмотрение. Вот тут я не подправил, может быть, точки положения, то есть они немножко к двери должны быть. И тогда будет лучше. То есть это нужно комбинировать, смотреть, как будет лучше и работать. Вот примерно работа физики на петлях, просто на петлях взаимодействия физических. Теперь у нас, например, есть петля и есть клик-детектор, так называемый. То есть на ручке
можно это модель 2. У нас есть петля, у нас есть клик-детектор с одной стороны, клик-детектор с другой стороны. Для одной ручки, для другой ручки, например. Вот, для одной ручки, для другой ручки. И, следовательно, мы можем как-то на это воздействовать. Например, так, мы можем указать силу. Например, мотора, да. Если мы мотор укажем, например, укажем какую-нибудь скорость, 2. Вот давайте сейчас запустим и посмотрим. Вот третьей двери. Скорость 2. И видите, она открылась в одну сторону. Если я сейчас укажу скорость для мотора минус 2, то у меня дверь должна открыться в другую сторону. В другую сторону. То есть это тоже можно использовать. То есть мы оставим ему параметр 90, но укажем скорость начальную 0. Давайте посмотрим. Дверь должна быть не двигаться. Да, вот дверь не двигается. И, следовательно, давайте пропишем, логику. Можем один скрипт создать здесь и ссылаться на part D, part U, это ручки. Следовательно. То есть создадем отдельный скрипт и сошлемся на элементы потом ручек. То есть, например, создадим переменная ручка R1, какой-нибудь скрипт, .parent, .part D. И, соответственно, также, то есть это такие ссылки на наши элементы. Более подробно по программированию на Lua у меня написано, соответственно, в книгах. Есть 2 книги, подробно об этом описывающие. Я здесь сильно не буду подробно уходить, потому что все это уже описано. Так, вот, например, у нас есть элементы, и, допустим, у нас мы должны воздействовать, например, первая ручка R1. Так, это part D. Part D у меня, наверное, вот этот вот. Нет, это другой. Это значит, у меня со скоростью 2 должен быть. Part D это R1. R1, part D. Допустим. Клик-детектор. Маус-клик. Connect. Function. Итак, вот мы кликнули этот элемент, и тогда нам нужен скрипт, скрипт parent, скрипт part, так, нам нужен, да, чтобы достучаться до двери, нам нужно, наверное, part, чтобы проще было, part D, например, ой, не part D, написать, например, door, пусть будет door, так, part door. Вот так легче попасть. Можно, конечно, было через white to click, но я думаю, попроще будет понятнее. Итак, мы подошли к этому моменту, и нас интересует скорость у хендла. Это angular velocity. Angular velocity равно 2. Например, task white. Например, 2 секунды. 2 секунды и укажем, например, ему параметр actuar type. Так, подскажет нам. Так, он так не подсказывает. Может так? Нет. Сейчас посмотрим документацию.
Ага, 0.1.2. Вот. Actuator type равно 2. Вот так. Это будет серво. Потом task, task 2 секунды. И Actuator type будет у нас единица. Мотор опять. А, нет, это там, да, мотор. Вот так сделаем. Angular 0. Отключим 0 и опять вернемся к мотору. И то же самое можем проделать для второй ручки. Только в другую сторону. R2, минус 2. Ну, а все остальное оставляем. Так, давайте попробуем протестировать. Так. Такого нет. Как его нет? А, parent. Да, parent part. Y. Ошибки вроде нет. Открылся, смотрите. Так, он, правда, не вернулся в исходную точку. Можем проверить. Да, это та самая дверь. Проверяем. Вот сейчас он мотор. Сейчас он мотор. Угу. Вот, сейчас сработал. А вот сейчас сработал, да. Так, видно, был какой-то глюк. Можем градусы убрать, чтобы сильно не задевал. Ну вот, соответственно, он закрывается. По такому же принципу можно сделать и Proximity Prompt. Следующая механика, которая будет рассвещаться, это, соответственно, с помощью Proximity Prompt мы реализуем открытие также двери. Ну, по принципу, как с кликом, то есть клик-детектором. То есть тот же самый логику используем, но через Proximity Prompt. У нас здесь есть Proximity Prompt установлен. Мы будем ссылаться на имя, которое мы нажимаем на ручку, и от этого он будет, соответственно, действовать. Proximity Prompt укажем в скрипт-сервисе, сервис, ну и, соответственно, сюда добавим наш код. Код работы с Proximity Prompt я описывал в книге Roblox действия. Так что, если кому-то интересно, будете смотреть, тоже так можно сделать логику. И она описана в документации Proximity Prompt, в документации к Roblox Studio. Можете посмотреть непосредственно. Итак, я вот добавил. Мы будем ссылаться на имена ручек, которые будем взаимодействовать с Proximity Prompt. Я кликаю. Вот у меня открылся. Соответственно, вторую ручку закрыл. Тут можно еще поколдовать с логикой. Открытие-закрытие. Но это работает. Это работает. Так. Разобрались, как взаимодействовать с Proximity Prompt при нажатии на кнопку. Вот теперь у меня есть еще одна модель, у которой тоже есть Proximity Prompt. Так, ну, она уже без петлей. Обратите внимание, без петлей. Что мне нужно сделать? Я, например, хочу, чтобы она повернулась, когда я нажимаю на Proximity Prompt. Этот или на тот. То есть, другие имена мне нужно поставить. Part D, D, например, и Part UU. Как вариант. Далее, что мне нужно еще? Мне нужен непосредственно эта дверь. Вот так я назову. Зачем она мне нужна? Мне нужно знать, где находится пивот, вот эта точка приложения.
Они я тоже говорил в книгах, если подробнее вы можете посмотреть. Мне нужно пивот этот сместить непосредственно к краю. Так, многовато. К краю двери. Допустим, вот она, краю двери. И вращать относительно этой точки пивота будем дверь. Будем дверь относительно этой точки. То есть все это будет опять связываться со скриптом, где proximity prompt указан. И, следовательно, я могу взять за основу два этих условия, добавить сюда. Но, соответственно, здесь уже будет немножко другой подход. Немножко другой подход. Вот так. Уберем это. Уберем. В зависимости от того, куда нажму, будет делаться. Итак, у нас есть дверь. Мы вот так вот получаем доступ к двери. И теперь мы должны с ней провести некую манипуляцию. Для начала мы, конечно же, наверное, считаем положение двери изначально. Local. Так, D, например, назову ее. Считаем объект. Get pivot. Так. Так, сейчас я вспомню, get pit или get pivot. Так. Да, get pivot. Get, да, сейчас из документации get pivot. Get pivot. Get pivot. Угу. Так, получили мы у него данные, и теперь мы хотим сделать процесс поворота через pivot tool. Да, pivot tool. Если мне понять не взять, то pivot tool. Итак, мы здесь берем за основу D, изначальное положение, и делаем поворот на какой-то угол. Умножить cframe .angles, так, 0, maf через радианы, maf p делить на 2, p делить на 2 это у нас 90 градусов. Так, и, соответственно, запятая 0. Здесь делаем почти то же самое. Считаем положение. Так, наверное, task.white. Task.white тоже я указывал в книгах. Это сейчас современный вариант задержки через 2 секунды. И укажем, что он вернулся назад на этот угол. То есть минус. Ну, здесь, соответственно, противоположный вариант. Пойдем сначала минус, потом task.white, потом плюс. То есть открыл, подождал 2 секунды, закрыл. Давайте проверим, сработает или нет. Так. Угу. Он отказался срабатывать. А, у него анкор стоит. Угу. Так, сейчас.
Ну да. Так, наверное, нужно сделать... Точка анкорд. False. Ну, то есть снимаем анкор сразу, потом делаем, потом опять одеваем анкор. True. Сейчас проверим. Сработает или нет. Так, ну в целом он принимает сигналы, но отказывается поворачиваться. MFP. Так. Ну-ка, где-то ошибка здесь у меня закралась в выражениях. Координаты должны быть 3. Итак, подойдем к следующему этапу. Это, соответственно, открытие с помощью подсказки Proximity Prompt, но уже без петли, не используя петлю. Как мы можем это сделать? Ну, давайте попробуем. Вот мы модель 5, у нас есть DOOR, к модели мы присвоили Proximity Prompt DOOR, соответственно, и те ручки, которые мы привязали к Proximity Prompt, мы обозвали как part DD и part UU. Следовательно, они у нас укажутся в сервис-скрипт-сервисе, в скрипте. Заготовочка для них будет, где дверь отключается анкор и включается анкор. Отключается. Ну, можно и так, можно не делать этого. По идее, можно даже не делать. Сейчас мы проверим без них. И простой вариант, который самый быстрый подразумевается, это получить положение этого DOOR изначально. То есть вот в закрытом виде DOOR. Соответственно, мы должны считать его C-frame и orientation. Так. Вот так. То есть и попробовать написать вначале куда-нибудь сюда. Например, local close на закрытие равно cframe.new. И укажем вот в таких значениях. Допустим, мы указали так. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас попробуем сделать. Итак, когда он открытый, в открытом состоянии, мы сейчас попробуем его
взять и открыть. Вот таким вот образом. Так. И его C-frame у нас уже будет другой. Так, назовем это Open 2. Точнее, Open 1. Так. И то же самое Open 2. В противоположную сторону открывается. Так. Open 2. И попробуем сейчас вот использовать эти переменные. Мы использовали открытие двери. То есть prompt. Можно вот prompt parent. Можно то же самое dur вариант применить. Так. Pivot to. Или даже пусть будет C-frame. Open 1. Вот так. А здесь у нас Open 2. Ну, если перепутал, наверное, перепутал. Давайте здесь 1, а здесь будет 2. Так, и через какое-то время task.close. Task, извините, white. Например, 2 секунды, и мы возвращаемся. Close. Вот, попробуем сейчас это сделать. Итак, сохраняем, запускаем. Так, какая-то ошибка уже. Да. Угу. Тут еще должен быть континуум. Либо так. Ага. Так, попробуем сейчас без фигурных скобочек. Угу, поправили. Так, ему не понравилась такая запись. Но можем попробовать сделать стандартно. Да, давайте попробуем сделать стандарт, не через C-frame. Ну хотя да, можем через C-frame. Вот так. New. И close angle.
не C-frame, а вектор. Вектор 3.new. Вот. А это у нас будет close, тоже вектор 3. Вектор 3.new. Сделаем вот таким образом, чтобы проще было, чтобы мы долго не думали. И это разобьем данный C-frame на две части. То есть вектор 3 new и вектор 3. Так. Положение и вращение. Положение и вращение. Вот так. И вот так. И теперь мы будем не через C-frame, а здесь делать position. Position. Так, open 1. И, соответственно, orientation попробуем сейчас. Угу. Так. Да, вот она открылась. Вот за... Почему-то он close не сделал. Да, у него проблемы. С C-фреймом он не подружился. Так что здесь close надо тоже так же. Получается position. Close и... Close angle. И сделать то же самое здесь. Тогда он будет закрываться. Так, вот мы примерно решили эту задачу. Не решили. 51. Так, надо еще раз. Опечатка в коде. Угу. Тут можно еще и ручки еще, соответственно, тоже перемещать в нужные точки. Это уже на усмотрение. Так, вот мы решили с механикой. Давайте тоже похожий тип, но немножечко по-другому сделаем. То есть мы можем и там, и там, и там логику использовать в разных случаях. Касание. В касании мы, у нас будет модель 4. Мы будем касаться двери. Так, касаться двери. Я ее тоже назову DDD, например. И вот скрипт у нее будет, когда будет дверь у нас, соответственно, перемещаться. Можем вот эти ручки, они, по идее, не сильно нужны, но мы можем отправить их сюда, в DDD, и попробовать сейчас плавно сместить. Но при этом нам нужно, соответственно, тоже сместить его точку пивот. Пивот мы смещаем на 2. Так, на минус 2. На минус 2. Вот так. На минус 2. И теперь простым кодом, который использовали вот в первой книге мы, скрипт касания, скрипт parent
touched, connect, function. И, соответственно, будем чем коснемся, там, например, part, допустим. Тогда, если part and parent, давайте так, через условие if, если parent white for child гуманоид, то есть если мы коснулся именно персонаж или какой-нибудь объект, то тогда мы должны смещать его. То есть script.parent.position, не position, наверное, orientation. Orientation равно vector3.new сделаем так, 0. Это I 0. Зачем I? Потому что я здесь цикл сделаю. For и in, точнее не in, и равно 0, 90 do. И I мы будем смещать. Вот так. Сместили с каким-то промежутком, например, 0.1. Смещали, потом, соответственно, подождали 2 секунды. 2 секунды. И обратно закрываем. То есть, например, 90 минус 0, запятая минус 1. Ну, соответственно, смещаем наоборот. Давайте проверим. Можно потом поколдовать здесь, сделать не дверь касается, а рядом с дверью, с одной стороны, с другой стороны, разные, соответственно, элементы, которые мы будем ну, почти. Он делает то, что нам нужно, но почему-то хотя указано orientation минус 2. Он вращается не относительно. Берем пока эти элементы. Ну, может, они мешают общей ориентации. Ну да. Вот, например, здесь ручки, они ни к чему. Давайте их уберем отсюда или привязывать будем уже отдельно к элементам. То есть здесь они не нужны в данном случае в этой механике. И так, ну он немножко не так, мне кажется, вращается как нужно. И мы сейчас попробуем его подправить. Так. Здесь он действительно все хорошо вращается, но попробуем сейчас. Так, у него D. Он тоже от Chord. Итак, с orientation у нас немножко некорректно получилось. Давайте попробуем через C-frame. Local. P, начальная позиция, script, .parent, get
pivot. Это начальная позиция, а orientation мы заменим на C-frame. О, не C-frame, точнее, а pivot to. Вот так. И здесь укажем уже C-frame. C-frame не new, а angle. Angle. И предварительно умножим на начальную позицию, где мы находимся. Точнее, дверь, где находится. Так, все бы хорошо, только I должно быть в радианах. I 90. Значит, по формуле перевода радиан можно math, I умножить на math.p и деленное на 180. Конечно, здесь есть перевод в радианы, формула, но вы уже посмотрите, если захотите, почитать книгу. Об этом написано. Так, вот так мы сделаем. Вот примерно, что мы изменили. Ну, соответственно, здесь у нас task 0. 1. Давайте проверим, что у нас получится в итоге. В итоге убрал я. Так. Где у нас? Давайте так, от 0, наверное, до 90, но будет с минусом. Вот так, будет с минусом. Давайте проверим. И давайте увеличим скорость, например, в 5 раз, чтобы процесс был быстрый. Точнее, это не быстро будет, пардон, это задержка в 5 раз. 1, 1. Давайте так, 0. 2, 0, 2. Вот в 5 раз. Так. Он, видно, конфликтует с отрицательными значениями. Ну, в целом можно. Так, хорошо. Перейдем к следующему процессу. Например, у нас есть тут какой-то элемент. Назовем его key. Вот, обозначим его каким-нибудь желтым цветом. Который, если подберем, соответственно, добавит он, например, где-то здесь сообщение, что мы подобрали ключик. Например, один персонаж в одной игре играет. Bool value key value, он пока будет false. И, соответственно, если мы коснемся, то есть создадим скрипт, воспользуемся базовым скриптом здесь таучену. И, соответственно, если так, и если гуманоид коснулся, то мы тогда game.workspace. Например, key, не key, может быть key.val, да, .value равно true. Назначаем есть true и сами уничтожаем, соответственно, ключик. Так, мы назначили true, например. И у нас есть ручка. Ну, например, пусть будет ручка клик-детектор. Ничего страшного. Клик-детектор. Добавлен. Это у нас модель 6. Итак, здесь будет скрипт. Так. Для начала мы пробежимся, все элементы отключим. Смотрите, как это делается. То есть цикл for и in и parse скрипт
.parent get children. Get children. Так, пробегаем все элементы. И если... И, наверное, child. Вот так сделаем. И если child .name Ryan part 1. Так. If, если он равен part 1, тогда ему fire, то есть child .fire, огонь мы отключим. Enabled. Будет включаться портал. Давайте проверим, сработает ли эта система. То есть мы должны не увидеть огонь. Да, вот он, видите, огня нет. Касаемся, и ключик взят. Теперь он у нас true. Отлично. Ну а теперь легким движением, как говорится, руки. Если... что у нас будем говорить? Так, если клик скрипт .parent как у нас ручка называлась? Ручка у нас называется part D. Part, например, D. Click detector. Click detector. Mouse click connect function. Кто у нас? Ну, в данном случае пусть, ну, тут и можно и плеер, да, указать. Это если нужно будет. Потом, может быть, эту переменную вы захотите не в workspace использовать, а в data store или, соответственно, в логике для игрока на локальном варианте, то тогда вам нужно, соответственно, знать, какой то это игрок. Об этом подробно описано в книге Roblox в действии. Roblox действий. Так, ну и, соответственно, если мы проверяем, то тогда мы проверяем, если if, например, game, так, workspace, да, если у нас, да, game.workspace, .key value равен true, то тогда мы должны найти дверь. Найдем дверь. Так, дверь. Вот он. Тоже назовем какой-нибудь DDD ее. И теперь скрипт .parent .ddd transparency, например, равно non.75. Затем мы снимем с него коллайдер. Can collide равно false. Вот, и пробежимся. По всем этим элементам part 1 и сделаем ему true. Включим огонь. Вот, давайте проверим. Итак, я касаюсь. Как видите, не открывается. Не открывается. Не на ту ручку. Ну-ка, да, во. Вот та ручку я нажал. Соответственно, вот у меня портал. Я прошел. Ну и, соответственно, то же самое можем сделать и для второй ручки. Так, у нас там она называлась U, кажется. Вот. Еще раз проверяем. Не касаемся. Нажимаем на ручку. Не работает. Берем элемент, ключик, открываем портал. Все. Зашли, вышли. Итак, у нас на очереди осталась последняя дверь, которая открываться будет по пин-коду. Например, пин-код простой 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, неважно.
У нас есть модель 0.7. Так, здесь мы назовем dur. Так, назовем dur. Откроем вертикально. Давайте откроем вертикально вниз. Вот так, а потом вверх. Что нам для этого нужно сделать? У нас есть вот этот элемент, который выключатель. Ну, мы, соответственно, к нему добавим, наверное, клик-детектор. Просто так. Давайте проверим. С ним попроще. Можем proximity prompt. Ну да, вот он включается, можно нажимать. Все замечательно. Итак, что мы сделаем с вами? Мы в Starter GUI создадим screen GUI. И окно для ввода данных. Итак, у нас есть заготовка данного поля. Есть, соответственно, кнопка «Закрыть» и кнопка «Ввод». То есть мы ввели цифры и нажимаем «Ввод». Соответственно, код принимается или не принимается. Давайте здесь вот укажем, что это «Ввод». Вот так. Пусть будет. Или какой-нибудь Enter. Так, он будет считать, что мы написали сюда, и если код подошел, то, соответственно, дверь откроется. Если нет, то дверь не откроется. Ну, первым делом давайте логику напишем для записи этих элементов. Итак, для exit мы, соответственно, local script, простой script .parent .activated connect function. Так, ну здесь мы что сделаем? Мы, наверное, скрипт parent сначала очистим. Parent точка text label точка text очистим значение 0, когда будем закрывать, и, соответственно, закроем скрипт parent visible равно false. Вот так вот закрыли. Это первая кнопка. Теперь кнопки следующие. Чтобы каждый не писать, соответственно, мы напишем здесь конкретно один локальный скрипт, где и будем, соответственно, прописывать. Что делать? Итак, script.parent .text button 0 activated connect function. И, следовательно, что мы делаем? Мы должны добавить то, что написали,
тому элементу. То есть, если textButton точка parent, здесь parent, текст нет, да, текст, да, текст label точка текст присвоить 0. Присваиваем 0, если, условие напишем, если if если решетка длина этой значения равна единице, равна единице, and им длина символа равна единице и равна, соответственно, 0, то просто запишем 0. Просто запишем 0. В противном случае, else, мы будем добавлять к элементу параметр 0. Вот так. Конкатенацией. Все. Дальше мы, соответственно, берем эту заготовку, вставляем. Дальше у нас будет button 1. Но в отличие от этого, ему... Да, если тут 0, то мы ставим единица, а тут просто единицу добавляем. Ну и, соответственно, продолжаем в том же духе. Так, button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6 и button 7. Все. Ну, остальные, соответственно, если вы захотите там более сложный вариант комбинации, чтобы было долго подбирал, то вы можете всегда этим воспользоваться. Так, допустим, у нас это добавил. Теперь при нажатии ввод, activated connect function, мы должны прочитать, что же написано в тексте. Например, хотя бы, то есть print, и выводим то, что у нас есть. Вот так. Давайте проверим. Ну вот он прочитал. Закрываем. Все. Здесь все работает. Все работает. Только теперь нам нужно удаленное событие. Например, в Replicated Storage нам нужен Remote Event. О нем подробно расписано в книге Roblox действия. Также оставим Remote Event, например. Будет он, соответственно, использоваться в скрипте для 7-го варианта здесь, потому что мы здесь будем click детектор использовать. Так, local rem какой-нибудь назовем, game сошлемся на данный remote event, удаленную функцию. Так, и соответственно, если script.parent click детектор mouse click connect function, и здесь укажем player, и соответственно мы знаем, что это будет player. Удаленную функцию нужно, чтобы соответственно кому-то отправлять, нужно указать,
что это будет player. Например, там какое-то значение true. Допустим, отправили. Вот таким вот образом. Все. Возвращаемся в наш локальный тип данных, локальный скрипт. Добавляем этот удаленный элемент. И здесь мы напишем rem on client event connect function. Например, t. Ну, t там истина, да. Пусть будет так. И, соответственно, что мы сделаем? Мы возьмем и сделаем его true. То есть сделаем его true. Давайте сейчас проверим. Что значит сделаем визуально отображаемым. Выключим, чтобы не мешал нам этот элемент. Подходим. Вот он открылся. Прочитался, закрылся, открылся, закрылся, открылся. Все заново стирается. Все замечательно. Мы уже почти сделали. Итак, теперь, если код набран правильно, а как мы можем узнать код? Ну, у нас заранее должен быть прописан код. Ну, например, если if скрипт равен комбинация 1, 2, 3, 4, то тогда, ну, например, мы сразу сошлемся просто на этот элемент workspace, точка, модель 7, точка, dd, модель 7, dur, да? Да, dur. Dur, и, соответственно, что мы сделаем? Position плюс равно вектор 3 точка new и, соответственно, значение 0 минус I 0. А и откуда возьмем? Возьмем от цикла. Например, здесь for и равно 0 и равно, например, 10. Это мы спустились, опустили дверь. Например, с задержкой task.write 0.1. Task.write 2 секунды. Ну и, соответственно, дальше мы просто закроем. Только без минуса. Попробуем это сделать. Итак. Подхожу, кликаю. Не работает. Так. Кликаем. 1, 2, 3, 4. Enter. Все. Дверь открылась. И дверь уже закрылась. Так. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Enter. Дверь открылась. Дверь закрылась. Все. Все базовые механики игровые мы сегодня с вами рассмотрели. Кому более интересно, вот какие нюансы я использую, там Proximity Prompt, клик-детектор, движение через Cifri, есть видеоролики, а есть непосредственные книги. Книги Roblox в действии, Roblox второе издание, играй, программируй, создавай свои миры. Это с базовых начинаю, а Roblox действие это уже продуманный, про более продвинутый уровень программирования. Ну, некоторые элементы здесь я вам освещал. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.